Slendytubbies Garden Collection. Все, что мы знаем на данный момент. Вы на канале Dan Company, меня зовут Ник. Давайте разбираться. Итак, сначала мы поговорим о том, что из себя представляет эта игра. После мы обсудим, что от нее ждать, затем порассуждаем над датой выхода игры, ну и напоследок расскажу несколько интересных моментов, которые я нашел на стриме у Шона во время разработки игры. Итак, что из себя представляет игра? Начнем с небольшой предыстории. Началось все с того, что Шон запланировал данную игру еще год назад, но показал он ее публике 13 декабря 2022 года, на десятилетие франшизы Slendytubbies. Тогда он показал нам один тизер, где из песчаной бури на карте Outskirts у нас идет охранник с бензопилой в руках. После этого все начали гадать, что это могло значить. Кто-то думал, что это просто обновление к Slendytubbies 3. Кто-то думал, что это просто сделано ради прикола, а большинство людей думали то, что это тизер к Slendytubbies 4. Что ж, забегая вперед, скажу, что они почти угадали. Но на тот момент никто не мог понять, что именно Шон хотел нам этим сказать. Да и вообще, он делал вид, как будто ничего и не было. И так он молчал до 24 июня 2024 года, выложив стрим, где он разрабатывает новую игру, которая называется Slendytubbies Garden Collection. Ага. Ну, давайте разберем, что это за игра такая. Вообще нужно подметить, что Garden Collection – последняя игра во франшизе Slendytubbies. Хотя до этого последней вроде была Slendytubbies World, но, видимо, Шон понял, какую ошибку он сделал, так как игра выглядит так, как будто она до сих пор находится в демо-версии. Также он обещал когда-то обновление 2.0, но, видимо, он ее также забросил, как и все предыдущие свои игры. Итак, Garden Collection представляет из себя сборник трех основных частей франшизы Slendytubbies, где мы, зайдя в игру, сможем выбирать, зайти нам в первую классическую Slendytubbies, где на нас будет охотиться классический Тинки Винки, или же побегать в инфекшене с графикой и моделями из Slendytubbies 3. Вы, наверное, подумали, и все? Шон просто сделает лаунчер по Slendytubbies, но это не совсем так. Ибо также Шон, помимо переноса трех основных частей в одну игру, также разрабатывает секретный проект, о котором у нас вообще нет никакой информации, кроме нескольких моделей, а именно игрока и 4 разновидностей новорожденных. Все они сейчас у вас на экране. Думаю, не стоит останавливаться на их внешности, как-нибудь в другой раз, но скажу, что у меня возникло несколько вопросов к дизайну. Что ж, я вам рассказал, что из себя примерно будет представлять эта игра. Давайте теперь поговорим о том, что нам от нее ждать в плане контента. Начнем с более очевидного. Итак, нам определенно стоит ждать систему друзей в Slendytubbies. Это значит, что мы можем вписать ник игрока и запроситься ему в друзья. Или же мы сможем кого-нибудь принять. Также вы сможете увидеть, кто из друзей сейчас находится в сети, и пригласить в ту или иную игру. Также в игре будет чат друзей, где вы сможете общаться, находясь в главном меню или на разных серверах. Еще вас могла заинтересовать кнопочка Map Maker. Что ж, в игре можно будет делать свои карты, а также, скорее всего, выбирать врага, который будет на ней. Сказать чего-то большего я не могу, так как более подробной информации еще нет. Но на самом деле это уже не в новинку для игроков Slendytubbies, так как игроки уже давненько создают свои карты монстров в моде Fun+. Кстати, очень советую. Теперь поговорим о том, что может быть в игре, но это не подтверждено. Раскрытие имени Стража. Как по мне, это будет очень кстати, раз игра даже названа в честь него. Также это будет последней игрой во франшизе Slendytubbies. И как подарок фанатам можно будет раскрыть его имя. Следующее, возможно, что будет, так это голосовой чат. Возможно, его также добавят, а может и нет. Следующее, что мог бы добавить Шон, так это продолжение основного сюжета игры. Я сейчас говорю о сериале, что было после, от ZeaWorks. Возможно, нам раскроют нового злодея франшизы, а именно Капитана Ричарда, и расскажут нам более подробную историю о 3 телепузиках. Кто их мучил и кто стоит во главе, так как карта Тренинг Мейз, 3 телепузика в пещере, Нуну, а также Капитан Ричард связаны тонкой нитью, и Шон мог бы рассказать нам эту историю в своем секретном проекте. Так, теперь можем поговорить о дате выхода игры. Как бы грустно это ни звучало, но игра в ближайшее время точно ждать не стоит. На мой взгляд, игра выйдет к 15-летию франшизы, а именно через 3-4 года, как это было с Slendytubbies World, которую мы ждали 3 года. Хотя, казалось бы, игра вот-вот выйдет в релиз. А тут мне кажется, что Шон, кроме анимации и 5 моделей персонажей, ничего и не сделал больше. Он как минимум полгода потратит на портирование 3 частей в одну игру, а также 2-3 года, в лучшем случае, на секретный проект, потому что низкокачественный Slendytubbies World он потратил во сколько времени.
А тут буквально самая детализированная игра намечается. Поэтому выход игры стоит ждать ближе к 2027 году, на 15-летие франшизы. И то это в лучшем случае. Что ж, теперь я думаю могу рассказать о нескольких интересных фактах, которые я увидел в разработке Guardian Collection. Начнем с обычного лица Тинки Винки. Как нетрудно догадаться, в игре этого лица не было, но возможно оно было нужно Шону для концовки трейлера с Teletubbies. Скример Lala Dead. Этого скримера также нет в игре, но вместо него мы могли видеть скример Lala Dead 2. Связано это скорее всего с тем, что скример Дипси и По были на белом фоне, в отличие от Лалы, и Шон захотел это исправить. Новый скример Лалы. Шон заменил старый звук на звук. Ну, в принципе, это все интересные моменты, которые я смог выцепить из стримов. Да и в принципе, я рассказал вам все, что мы имеем на данный момент по Teletubbies Guardian Collection. Если я что-то упустил, то пишите в комментариях, мне будет интересно прочитать. Также хочется сказать, что в будущем выйдет больше информации по этой игре, и если там будет есть что показать, то я выпущу еще один ролик на эту тему. Ну а вы были на канале Dan Company, вещал Ник, и еще услышимся.